Здравствуйте, друзья! Я нахожусь сейчас у моря, у Черного, в районе реки Можи-Псин. И это место, оно с самого начала трагедии, которая случилась в Керченском проливе с танкерами и разливом мазута и выбросом его на берега Анапы, это место стало таким центровым. Сюда свозился замазученный песок, и до сих пор здесь можно наблюдать, еще вот стоит КАМАЗ, стоят лодочки тоже, измазанные мазутом, мешки, там штаб, вот вдалеке это штаб какого-то муниципалитета, люди сейчас на пляже все работают. Много вот таких кучек, таких вот кротовин я бы назвал, вот это просеянный песок. Конечно, ощущение само здесь такое тягостное, потому что, понимаете, вот этот желтый песок, он сейчас имеет такой грязный оттенок, и здесь еще встречаются вот такие вот черные вставки. Я не берусь сказать, что это мазут, не трогал, но ощущение такое, что здесь вот все промазучено, вот прямо все черное. Я такое наблюдал, ну, обычно вот куда-то приходишь на какие-то предприятия, где вот связано с машинами, гараж какой-нибудь, и там, да, вот такой вот песок, вот он такой весь черный, грязный, очень такой ужасный, неприятный, и запах, кстати, тоже здесь присутствует. Я сегодня здесь не по своей воле, а по заданию МИЦ-Известия, но началось с того, что якобы здесь были большие выбросы мазута новые, но я их не обнаружил. Если так вот заглянуть сюда, тут виден вообще ров выкопан, такой достаточно широкий и, наверное, глубокий. По всему, ну не по всему, частично на срезах видны следы, пласты мазута. И вот там люди работают, собирают мелкие фракции. Но если вот так вот посмотреть, то здесь не видно никаких больших пластов, как вот сегодня блогеры какие-то прислали, и вот именно по этой информации я и сюда и выехал. Но такого здесь нет. Вот, все в штатном режиме, палатки стоят, МЧС присутствует, люди из муниципалитетов присутствуют. Не знаю, как насчет вообще добровольцев, но вот, по крайней мере, такие командированные здесь есть. Все такое вот, такая идет работа. Обычная рутинная работа по просеиванию и сбору этой заразы, я бы сказал. Сегодня снежок такой немножко покапывал, покрапывал, но в целом погода хорошая. Так, все, съемка идет? Давайте еще раз. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы приехали? Меня зовут Айгуль, я приехала из Джубги. Это культурно-досуговый центр Джубский ДК. Вы приехали с какой целью? Помочь людям, помочь природе, море. Мы все-таки Джубга тоже море, и все это может и к нам прийти. Как вообще вот эту вы ситуацию, ну вот воспринимаете, что чувствуете? Безалаберность человеческая. Обидно, больно. Жалко животных, жалко птиц. Вот что я чувствую. А какая ваша задача вот на сегодняшний день? Что делаете? Собрать как можно больше вот мазута, который в прибой приносит на берег. Собрать как... Но вот тоже получается погода не очень хорошая. Мы вот вышли на обед, пообедали, вернулись, а вода новые слои принесла на берег. И то, что мы вычистили, заново начинаем чистить. И это, я так понимаю, ежедневно и будет. И за вами потом еще приедут? Да, за нами приедут и будут тоже тот же самый участок все чистить, потому что наплывает и наплывает. Все, спасибо. Да, пожалуйста. Буду чистить камеру. Я все-то у речки Можи-Псин. Пошел снег. Снег, конечно, мокрый, сразу тает. Люди, которые там работали на пляже, я их сейчас там снимал на другую камеру. Вот она у меня здесь стоит.
расходятся, ну, вернее, не то, что расходятся, они пошли греться, потому что холодно, перчатки мокрые и, естественно, руки мерзнут. Поэтому люди пошли в пункт обогрева. У меня тоже приключение, у меня упала камера, упала прямо в песок. И сейчас, конечно, вот буду ее обслуживать. На этом я свой репортаж заканчиваю. Всего доброго. Пока-пока.